До этого мы разговаривали с сержантами и ефрейторами в основном. У вас звание подполковник Полиции. СОБР. А что это подразделение полиции СОБР? Да. Как расшифровывается? Специальный отряд быстрого реагирования. Криминальной милиции, то есть задержание преступников, сопровождение оперативных мероприятий, освобождение заложников, функции входит тоже. Вы же, по идее, в Национальной гвардии. Ну, в 2016 году была реорганизация, и подразделение силового блока МВД передали в распоряжение Росгвардии. То есть СОБР, ОМОН отдали. Ну, там еще часть служб, которые там разрешительная система там, и так далее. А что вас колотит так? Да я замерз как цуцик, там, меня трясет. Ну так ёперный театр. Так надо же было сказать. Дали курточку. Ну да. У меня штаны те не мои. То есть Ну, я так понял, в что одних вся трусах. одежда не ваша, правильно? Вот то, что на мне, вот это вот термуха и трусы, все, больше нет ничего. Ну, у вас же в форме, у вашей же лежать не будут, что нашли, то и дали. Ну, меня же в госпиталь привезли сначала, там все посрезали, ранения было много. Помощь оказали, операцию сделали. Да, 2 операции было. Одну делали в СБУ. Там, короче, началась некроз тканей, как правильно называется. Ну, в общем, Когда была операция? первая была 25-го непосредственно, я так понял, в областном госпитале. Это вот, когда мне вычистили рану, все прочистили, там в голени был скулак, такая дыра. Вот, и загипсовали, ну, лангет положили, перебинтовали, все, там дренажи поставили. Просто надо было перевязки делать вовремя. И это самое. Так, все, да? Вы даете право на видеозапись, Да. вот, на публикацию вашего комментария. Да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Астахов Дмитрий Михайлович. Дата рождения 30.09.74 года. На данный момент, ну, до настоящего времени проходил службу в специальном отряде быстрого реагирования на должности старшего оперуполномоченного по ОВД, звание подполковник полиции. Как вы думаете, направлять таких людей, как вы, в Украину вот, для этих действий, это рационально, нерационально, правильно, неправильно, с любой точки зрения? Ну, наверное, вопрос не в рациональности, а вопрос в правовом поле для меня, да, то есть ну, как мы работаем внутри границ государства, то есть Российской Федерации до сегодняшнего, до вот этого момента, да, до вхождения в Украину, и мы даже не предполагали, что мы можем куда-то на территории другого государства с нашим статусом полицейским выдвинуться и вообще какие-то порядки наводить в другом государстве, где есть своя полиция там, да, и так далее. То есть мы не военные организации, там, не наши подразделения, не СОБР, не Это ОМОН, тупо невыносимо, короче. не СОБР, не ОМОН, не... Спасибо. Ни СОБР, ни ОМОН не предполагает того, чтобы задачи наши такие не стоят, чтобы наводить там какие-то конституционные строи устанавливать какой-то в другом государстве в принципе. А вы хотели установить здесь какой-то конституционный строй? Да в том-то и дело, что мы не хотели, как бы, и просто вот по факту оказалось, что нам поставили задачу войти на территорию Украины. Формулировка была такая, что, ну, дословно не скажу, приблизительно, в общем, звучало так, что предотвратить установление фашистского режима на территории Украины. Угу. Нашли фашистский режим? Да нет, конечно, ничего не нашли тут. А когда вы приказ-то получили? Это было как раз вот непосредственно 24 числа утром. Колонна построилась, ну, вещи сгрузили. Нас построили, командир отряда нам довел вот это вот распоряжение или приказ, я не знаю, как этот статус. Ну вот, о том, что я сейчас сказал, да, зачитал, и все, сразу погрузкой вперед. Ну, националистов не обнаружили или обнаружили, я не знаю. Ну, по крайней мере, вот с людьми, которыми мне удалось пообщаться,
меня тоже спрашивают, каждый раз спрашивают, ты где-то видел здесь фашистов, националистов? Или там гражданское население как-то вас просило о том, чтобы вы там пришли сюда, помогли. То есть ничего такого я не встретил здесь. Те видео, которые я посмотрел, удалось, да, мне продемонстрировали, то есть говорит о том, что население местное, ну, вообще, как бы, ну, грубо говоря, не звали нас сюда. Ну, вы взрослый, образованный человек. Вы прекрасно, наверное, понимаете, что какие-то ультранационалистические движения есть и в России, и в любой Как и другой везде, я стране. согласен, Правильно? да. Это повод из-за того, что они есть, вводить полномасштабно войска и бомбить города? Это вот, ну как вы считаете? То есть, ну, как было сказано, да, что до этого же тоже информацию нам доводили, что якобы в Украине вот эти вот националистические там, или даже фашистские режимы проникли в структуру власти, грубо говоря, ну, там, Верховную Раду, что они могут повлиять там, на установление именно вот этих режимов на территории Украины. И вы пришли защитить И мы якобы- кого-то от кого-то. Мы якобы должны вот это все предотвратить. Вы уже сейчас поняли для себя, кого от кого вы хотели защитить? Ну, честно говоря, вот на фоне того, что происходит, это, я не знаю. Ну, вы видите вообще, что стираются с лица земли такие города, исторически лояльные вообще ко всему русскому, да, и к русскому языку, как Харьков, Да. Херсон, да? Да. Это вы видите? По Харькову, да, я видел, по Херсону слышал тоже, Мариуполь, Мариуполь тоже слышал, да. Чернигова нет. Чернигов, да. Там люди всегда говорили на русском языке. То В есть, этих ну, всех городах. для Ну, нас, то есть, если есть где-то какие-то ультранационалистические движения, то точно не там. Как-то вот так. Да. ну, по крайней мере, я понял, что они и есть, но, по крайней мере, под контролем. То есть, У нас демократическая страна. Если кто-то хочет выйти с каким-то маршем, там, с какими-то своими с почитанием кого-то, да, или там прославлением кого-то, он может спокойно это сделать, выйти и прогуляться. И никого за... Ну, у нас есть определенные законы, но это слишком длинная, да, длинная, наверное, история. Тут давайте по вашей истории. Вы могли бы рассказать, как вы попали в Украину вообще, что, как это происходило? Может, давайте откатимся даже на пару месяцев назад, до 24 февраля. В феврале месяце, ну дату точно не помню, в принципе не важно, там нас собрали на якобы совместное учение в Республике Беларусь, да, с такими же подразделениями Росгвардии с разных регионов Сибирского округа, по крайней мере, Сибирский округ точно, а вот за остальные не могу сказать, не видел. Ну, наши точно были, Сибирский округ. Вот. Ну, с целью проведения учений совместных, там, боевое слаживание и так далее. Все вот эти вопросы отработать. Ну, потом мы, получается, в конце февраля, после 20 числа, наверное, выдвинулись в Республику Беларусь, расположились в Гомельском, где-то в районе Гомеля, по-моему, если не ошибаюсь, да. Ну, в поле встали лагерем. Вот. Ну и ждали дальнейших указаний, грубо говоря, просто там жили, бытовуху налаживали. Вот. А 24 числа непосредственно вот нам довели. То есть 24 утром мы встали, нам сказали срочно погрузиться, составить колонну. Вот. И Утром во сколько? это примерно где-то 10-11 утра было. Угу. Вот. Вы задавались вопросом, что происходит, куда вы идете? Ну, конечно, мы до последнего, как бы, то есть на фоне того, что я сказал, да, про то, что наши подразделения в принципе за границу не должны уезжать, тем более для проведения каких-то таких боевых действий, да, грубо говоря. Вот. И до последнего момента все сомневались, как бы, ну, не может быть такого, чтобы мы вошли вот на территорию Украины и прям реально участвовали в боевых действиях. То есть никто не верил до конца, однозначно. Это было вот для нас как просто как снег на голову. Скажите, а у вас были с собой щиты,
гумовики, как российскую гумовые? Резиновые Резиновые палки, палки. резиновые, Ну, у да. нас подразделения нет по штату такого, мы не занимаемся массовыми беспорядками, то есть по факту не было. Ну, просто было несколько автобусов из России, которые подорвали там, да, расстреляли и обнаружили в этом такие вот вещи. Как вы думаете? То есть это уже, я так понимаю, что вместе с вами сюда ваши командующие направляли сразу же для того, чтобы утихомирить здесь какие-то беспорядки, все такое. То есть там вот настолько далекие люди от реальности были, что они думали, что здесь сразу же и власть сразу же, я так понимаю, установится. И... Ну, судя по всему, да, то есть судя по тому, что происходило, как мы вообще заходили, да, то есть мы просто ехали вот как из точки А в точку Б. А Просто, через какой вы переход прошли? Значит, В Гомель это? со стороны Беларуси мы проехали Припять. Мгм. Вот, и по этому направлению, то есть населенные пункты сказать не могу, потому что остановки были короткие, и основная часть их, даже не основная, наверное, вот населенных пунктов даже не могу сказать, не назову. Где вы вступили в бой? А уже, насколько я понял, на подъезде к Киеву переезжали через мост, ну, с ребятами я пообщался, говорят, вроде как Ирпенский мост, какой из них я точно не могу сказать. Вот, и прямо на мосту все, попали под обстрел сразу же. Сколько колонн было? По количеству техники не могу сказать. Ну, Очень плюс-минус. много. Ну, очень много. Очень Там, много. 50. 64 машины, там 70 100 машин. машин. 40 Может машин. быть, да, судя по тому, что примерно, опять же, цифра там 2-2,5 тысячи человек, сколько там техники нужно для... То есть больше 100 машин. Подожди, 2500 человек это что? Что это за цифра? Ну, это вот примерно количество людей, ну, Росгвардии. Живая сила в колонне в этой, да? Колонне, да. Ну, то есть я просто не могу сказать, двигались ли мы одной колонной, или потом разошлись. То есть колонна длинная была. Ну, ваша оценка, вы же подполковник, понимаете? Ну, сложно сказать, ну, в каждой машине сколько там, по 15 человек Да. сидит, да, то есть, вот, грубо говоря, математически там разделить, там, Больше 100 машин в любом 100 случае. машин-то точно, наверное, было, 150 машин. насколько можно. Что произошло? Ну, произошло что, мы выдвигались вот в точку Б, как нам сказали, мы доедем до Киева, да, там вот нам задачу поставили организовать ротный опорный пункт, и это самое, и дальше уже ждать распоряжения задачи. Курить, курить. Спасибо. Вот, и, то есть мы просто ехали из точки А в точку Б, просто на КАМАЗах, там никакого там боевого хранения не выставлялось, ничего, ни прикрытия никакого не было, просто ехали, и все. Ну, вы понимаете, что это вот отправка людей в виде мяса какого-то просто. Ну, сейчас, да, конечно, я понимаю, вот, ну, судя по тому, что произошло, я думаю, у всех, кто остался в живых, там, если кто-то остался, да, то пришло понимание, что нас просто бросили, вот. И вы говорите, колонна приняла бой, и по вашим оценкам, Да мы, по сути, бой-то не приняли. Там что, у нас было стрелковое вооружение, по нам били с тяжелого, я не знаю, танки это были или гранатометы. Ну, то есть всю колонну расстреляли. всю, что я видел, вот в зоне видимости моей был. То есть меня ранило сразу практически. Как только из машины вышел, Ваша оценка, сколько было убито? ой, сложно сказать, ну, Ну, ваше подразделение, сколько человек? около 35 получается. По крайней мере, я не знаю, что с ними дальше было. Я же сразу практически ранен был. И мне сложно судить, но много, очень много. А после того, как вас ранило, что дальше вы помните? Какие события, как развивались? Дальше на мосту все это дело произошло, ну, как я про себя рассказываю, да, то есть я выпрыгнул из машины, отбежал от нее подальше, упал на мост, то есть и при следующей перебежке меня сразу ранило. Вот, потом я услышал, что нужно под мост, как сказать, перебираться под мост, с моста уходить, чтобы не попасть под огонь. Вот, мы все, кто остался туда, под мост сгрудились. Вот, там река,
Соответственно, там сгруппировались. Вот, и после этого, ну, грубо говоря, началась просто пешая эвакуация, перешли через реку и в направлении, в обратном начали выдвигаться. Ну, а там же я уже сознание терял периодически, мне сложно было обстановку оценивать. То есть я слышал там взрывы, выстрелы со стороны места, где колонна попала. Может быть, это боеприпасы взрывались там какие-то, ну там, которые в машине находились. Понял. Ну, как, вам оказали помощь, да, медицинскую? Медикам я, по сути, благодарен, потому что они мне, во-первых, ногу спасли от гангрены, это однозначно. То есть медикам вообще вопросов нет. И все эти люди, которые мне помогали, они меня те же самые вопросы задавали, что и вы, зачем вы сюда приехали. Ну, а к кому вопросы есть у вас? Или к медикам вопросы нет, а к кому есть вопросы у вас? Да вообще, по сути, к вашей стороне вопросов нет. Я говорю, своей? если бы, ну, как бы на мое государство, да, так напали, да, то есть мы бы действовали точно так же абсолютно. То есть ответ адекватный, короче, был. То есть мы, по сути, как оккупанты сюда пришли. Ну, то есть для вас это уже ничего удивительного, не стоит вопрос, почему украинцы называют россиян фашистами. Ну, по сути, мы по сути, так и получается, здесь происходит геноцид. Вот то, что я слышу. Я понял. Просто сейчас у россиян такая пластинка поставилась новая тема, что мы, россияне, теперь, как евреи во время Второй мировой войны, то есть против нас затеяли геноцид якобы вот все. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, это адекватное сравнение на сегодняшний день россиян с евреями во время Второй мировой войны? А вы имеете в виду россиян, которые здесь на территории находятся, Украины, жители? Россиян вообще. То есть вообще. Но они сейчас так вот сравнивают, что вот к нам сейчас относятся, как вот во Вторую мировую войну к евреям относились. Дело в том, что во Вторую мировую войну евреи, они как бы ни на кого вроде бы не нападали, если я ничего не путаю. И отношение к ним было от нацистов, оно ничем не обосновано. А вот отношение к россиянам, да, на данный момент, они, видимо, до сих пор, россияне сами не понимают, что это они напали, это они агрессоры, это они фашисты, это они вторгаются. Ну так же, ну это же факт. Ну, мы же границу перешли, не Украина. Ну, в общем, В принципе, тут все логично. Вы звонить пока что никому не хотите из своих родственников, да? Вам... Я могу только бывшей жене позвонить, и все. Больше никаких номеров я не помню. Давайте позвоним. Хотите, если можете позвонить, если не хотите, можете не звонить. То есть такое дело. Ну, возможность предоставляю. То есть, ну она хотя бы кому-то сообщит о том, что вы... Как это все восстановить? Да, кстати, хороший вопрос. Как остановить? Хороший вопрос. Вопрос вопросов. Я думал об этом, но как остановить побольше информации правдивой, ну, то, что здесь творится, потому что с самого начала все-таки у нас еще есть адекватные люди, в принципе, в России. В основном это простые граждане, которым, ну, как бы не доводят информацию, да, адекватную по вот этой всей ситуации. И люди, многие в неведении, а еще больший процент, наверное, заняли такую позицию, что моя хата с краю, ничего не знаю там. Вот, ну, наверное, я все-таки надеюсь на что сейчас вот эти вот санкции пойдут, да, люди поймут, что два события свяжут воедино, что санкции эти не просто там, просто так вводятся, да, а именно из-за того, что мы вторглись на территорию чужого государства. Ну, они думают, что санкции вводятся просто потому, что их сейчас притесняют, как евреев во Вторую мировую. Это мы возвращаемся к той же теме, Да. и к их пластинке. Я вам больше скажу, сейчас россияне будут смотреть вас же и слушать вас же, и писать в комментариях, это все фейк, это неправда, это заказуха, и это все чернуха. Вас принуждали к разговору к этому? Нет. Да, мы вас готовили, я там как-то вас готовил к этому разговору. Нет. Вы знаете, сколько уже погибло человек? Ну, крайняя цифра, Ваших армии? крайняя цифра была 10 тысяч. Ну, я думаю, это больше сейчас уже. 14, более 14 тысяч на сегодня. Сколько трехсотых? Нет, такой статистики не знаю. Более 50 тысяч. Вы знаете, что ваши не оказывают помощь?
Что Ну, вы про это я это думаете? слышал. Своим же, да. Своим же. Это я слышал, да. Ну вот мы разговаривали с человеком, он сказал, что его бросили, ампутировали ногу. Ну да, ну зачем пересказывать все видео, которые... Как вы это можете прокомментировать? Своих не бросаем, вот этот девиз, который крутится у вас по всем Ну телевизорам. да, мощный этот слоган, который... Да. Вас-то бросили, получается. Вы ранены были. Да нет, так тут хуже того, что бросили раненого. Тут бросили вообще в топку, получается. Изначально, да. Я нажимаю на паузу, чтобы вы сказали номер, чтобы номер не попал на запись. Алло. Таня, это я, привет. Кто ты? Кто я? Астахов Дмитрий Михайлович. Мне дали возможность позвонить. С 9 марта тебе нету, блядь, вообще ничего, никакого слуха. Ну вот, А почему на телефоне на том тебя нету? То есть тебя кто-то уже отвезли до другого места? да. Угу. Как много? Нога заживает, слава богу, перевязки делают каждый день, поэтому нога заживает вроде. Слава тебе, Господи. Димка, ты не представляешь, мы вот сидим, короче, Чижов, Милованова, Анжелка и я. Мы вообще уже 2 часа тебе говорим, ты не представляешь. Мы вспоминаем все, что, блин, было, все, что хорошее, все капец какой-то. Да ладно, Таня, это лирика, короче, это самое. В общем, передай моим, что я жив. Хорошо, хорошо, Дим. Ну, А она понимает, Татьяна, что вы в плену или... ну да, она знает. Можно Татьяне? Что я понимаю? Ну что в плену? Тань, тебе вопрос хотят задать, просто послушай. Да, я журналист, меня Владимир зовут, я блогер. Скажите, пожалуйста, вот что сейчас происходит в Украине, по вашему мнению? Ну, как понять, военные действия? Мгм. В военных действиях кто является стороной агрессором? Ну, ребят, я не вникаю в эти моменты, потому что я простой человек и не следующий в этом. Ну, я понял. Вы Поэтому просто я только что говорили, что надо больше информации, не больше правды. критична в Вот этом. возможность. Митинги у нас уже были на территории Российской Федерации все, и на территории Кузбасса. Там все это сразу блокируется. То есть информацию стараются не доводить до людей. Я понял, окей, да, даже не митинги, чисто на уровне вот людей просто, чтобы они между собой понимали, ну, чтобы они не говорили, нас это не интересует, и нас не интересует политика, а хотя бы, чтобы они между собой понимали, что в Украине война, полноценное вторжение Российской Федерации в Украину, убивают людей, детей, города утюжат, ну хоть это они могут понимать? Ну, я думаю, да. Люди адекватные. Просто сейчас нас... Почему тогда адекватные люди говорят, мы не лезем в политику? Я объясню потом. Я понимаю эту сторону, я понимаю, в какой ситуации, но что я одна, что мы можем сделать, я вообще даже не понимаю. Ну, Я хотя бы не называть понимаю, убийство людей что политикой, хотя бы не называть убийство людей, целые города политикой. Потому что это не совсем уже политика, понимаете? Вот что. Это геноцид украинского Ну, народа. фактически, да. Просто здесь города мирные, постоянно, каждый день происходят артобстрелы и бомбардировки. Чернигова нет, Харькова нет. 1,5 миллиона беженцев, это на тот момент, насколько я знаю. Сейчас, наверное, уже больше. Более 5 Уже миллионов. более 5. Ну, то есть... вот Мариуполя нет, городов нет, миллионных городов нет. Я вам скажу так, что мы подозреваем об этом, мы даже как-то уверены, наверное, в это уже все. Найдите в Телеграме канал «Ищу своих», Ищи своих, там будет это видео. Все, хорошо, спасибо. посмотрите. Да, все посмотрим. Хорошо, до свидания. Димочка, пожалуйста, мы тебя любим, возвращайся. Давай, пока. Объясните, Может, пожалуйста. Да, что объяснить? Да, я наверняка уверен, что она под контролем уже там сидит. Это 100%. И родители мои, и дочь моя то же самое. Там уже четко, строго-настрого там сказано, что можно говорить, что нельзя. Вы же сами знаете, что у нас закон недавно вышел о распространении фейков. Слово «война» в принципе не... О распространении правды. Ну, Запрет на распространение правды. Так? там написано не правды, а именно фейков. Нет, я понимаю, меня не интересует, что пишут там, ну, что пишут фашисты, меня не интересует. Меня интересует,
Как по сути называется этот закон? А по сути этот закон называется запрет на распространение правды. Ну да, трактовать его можно по-всякому. То есть написано одно, а по факту получается. Вы нам сейчас добровольно правду рассказываете? Да, конечно. Ну, это правда, это не фейк. Нет. Получается, значит, закон о фейках, о распространении, закон о запрете распространения правды, то есть сам по себе закон фейк. Ну, ладно, окей. Есть что-то добавить, если хотите, можете добавить. Это видео сегодня увидит много людей. Русских людей, россиян. Мы хотим донести правду. Подумайте, что вы можете передать своим согражданам. Это важно очень. Ну, согражданам что хочу передать. Наконец-то, наверное, не наконец-то, а настал такой момент, когда нужно думать головой своей, что нужно реально оценивать ситуацию. Чтобы реально ее оценивать, нужно, по крайней мере, интересоваться, добывать информацию правдивую. То есть не только с одной стороны, да, черпать ее. Я не говорю про, там уже телевизор смотреть не стоит, это уже давно было понятно. Ну, смотреть не российские каналы, а про российские каналы все понятно. А больше из интернета черпать информацию. Ну и с разных сторон ее получать, общаться друг с другом, доносить друг другу как можно больше правды о том, что здесь на самом деле происходит. Кстати, хороший вот еще один вопрос напоследок. Если бы вы знали все наперед, как бы вы поступили в той Однозначно ситуации, я когда бы ушел. вас отправляли? Я бы Как? ушел, я бы не поехал, я бы просто рапорт написал и все, на увольнение. А если бы сказали, что нет, рапорт не проходит, сядешь? Не поедешь, сядешь? Ну, понимаете, я же понимаю, что такое военное преступление. Вы участвовали до этого? Нет, в другом государстве никогда, только на своей территории. Я же понимаю, что такое военный преступник. Это совсем другой статус. Какая у вас заработная плата подполковником? Если в рублях 100 тысяч. Вы знаете, почем сейчас доллар? Мне сказали, да, около 300, там на черном рынке как. Ну, Его нет, ну он 300. У вас зарплата 300. 300 долларов. Это еще крутая. Высший офицерский состав. Я понимаю. Да ладно, Что теперь об этом бог с ним, что и говорить? зарплата. Это уже... Да. Чем здесь зарплата, когда погибает столько людей. Все хорошо, спасибо вам.